Здравствуйте. Сегодня посмотрим фрагмент и партию с участием Харма Вилсмы. Это 1970 год. Харму Вилсме еще не было 17 лет, насколько вот я по дате смотрю. И он уже играл очень сильно, очень-очень сильно, конечно. И вот вы сейчас посмотрите партию, то есть и в этом, конечно, убедитесь, хотя я думаю, что вы об этом и знали. Давайте я вам расскажу один интересный эпизод, который со мной случился в начале 90-х годов. И нам фамилия Харма Вилсме, его вот достижения очень сильно помогли. То есть мы ехали играть за клуб в Нидерланды, и вот еще была граница, можно сказать, ну, граница там условно, наверное, была, но пограничники проверяли, и, кстати, наверное, и таможенники даже частично проверяли, я уже не помню такой момент. И вот долго у нас пограничник крутил там в разные стороны наши паспорта. Но это как всегда бывает, то есть этих случаев с вертением паспортов очень много было. И тут еще такой момент, конечно, с английским. У нас с английским совсем плохо было. Там, наверное, по-моему, все-таки, да, ехали. Я все-таки учил английский, но я ничего не знал, честно скажу, практически. И в институте ходил уже, ну, более-менее что-то начал знать. А в школе совсем плохо с английским было, потому что, ну, не сильно обращали, хочу сказать, на это внимание. Ну, второй момент, наверное, и от учителей зависит. То есть были там у нас один момент, конечно, учителя совсем с нами практически английским не занимались. И второй момент, конечно, я думаю, самый важный в этом случае, это не было литературы. То есть, ну, как-то с репетиторами кто-то занимался, но как-то не помню, когда с каким-то репетитором занимался по чем-либо. То есть привык я все сам по книгам изучать. Ну, где-то, естественно, где-то хорошие были преподаватели. Но очень много я по книгам, то есть у меня такой склад ума, что я много очень по книгам делал, но вот книг тут как раз не было, потом уже полегче было. Но идея не в этом была. Идея в том, что начали объяснять, ну как-то еще и на голландском там пару слов знали. Ну с голландским вообще там плохо. Почему было? Потому что там вообще с литературой очень плохо все было. И потом только уже, я помню, в каком-то году, ну еще уже второй раз, когда играл за клубы, то есть нам Олега Мышлеева привезла ксерокс с голландским там каким-то курсом. Я вот не помню, потому что несколько их вот сейчас даже есть в свободном доступе. Ну вот там чуть-чуть я что-то начал смотреть, но уже общения там больше было, тоже где-то что-то записывал. То есть что-то с голландским, более-менее какие-то вот фразы, что-то даже, ну, какие-то моменты я понимал достаточно глубоко, я хочу сказать. Ну, вот не сейчас, естественно, сейчас уже практики нету, но даже в книге, то есть какие-нибудь специализированные, понимал достаточно хорошо. То есть даже переводил вот, я неплохо эти книги, ну, не все, естественно, но основную суть я улавливал. Ну вот, так вот, идея, ладно, я уже заговорился, идея такая. То есть крутил паспортами таможенники, и вот мы сказали, мы сначала Дамон сказали, тут тоже истории много с этим словом, Дамон. Потом как-то, наверное, Play Дамон сказали, то есть там уже сочетание английского с голландским. Ну, кстати, этот вот язык английский с голландским любят, там голландцы говорят на нем. Раньше, на всякий случай, такой момент был. Два английских слова, то и голландских, ну, и считалось, что это на английском все. В некоторых моментах, ну, такова специфика голландцев, там некоторых, ну, это нормально абсолютно, потому что то есть специфика есть, и надо, чтобы когда ты в страну определенную едешь, то есть там понятно, что общаются в основном, хотя смотрят фильмы на английском, достаточно хорошо все знают английский, но
все-таки когда повседневная речь идет постоянно голландский, то это идет вот определенная накладка, так оно, наверное, должно быть, потому что я раз рассказывал об мозге, о странностях мозга, так и должно быть. Но идея не в этом, то есть я еще раз возвращусь к таможеннику. Когда мы сказали Дамон, потом начали что-то объяснять, но он все равно как-то там крутил очень паспортами, что-то как-то он с недоверием нас смотрел. Но потом мы сказали, что знаем Харма Вилсму. Сейбранса, наверное, вначале. То есть как-то он не отреагировал. А потом мы сказали, что знаем Харма Вилсму. Ну и вот получается, что Харм Вилсма как раз то жил в том городе, где вот этот таможенник, именно жил таможенник. И он там обрадовался, он что-то еще сказал, но там на голландском, я там что-то где-то рядом, там, ну, я понял, что он там рядом живет, то есть мы там в нем читаем, и он так нам с удовольствием проштамповал эти штампики и отпустил, то есть был рад, что мы там, вот он, то есть общие у нас там определенные общие знакомые были, грубо говоря. Ну тогда я Харма Вилсман, хочу сказать, что мы еще лично не были знакомы уже позже, там гораздо позже, то есть познакомились, то есть я тогда, по-моему, с ним еще даже вот в турнирах там не встречался в тот момент, но вот так вот нас имя Харма Вилсман, можно сказать, спасло определенным образом. Давайте посмотрим, ладно, партию. Вот этот вот один из самых интересных моментов этой партии было то, что можно было попасть на очень известную комбинацию 17-22, вот пойти. Это D, лонг, D. То есть играл с Хармом Вилсмой, но лонг это там достаточно распространенная фамилия, то есть и там надо, конечно, уже вот непосредственно разбираться, кто из них кто, то есть там по фамилиям, ну, наверное, Янсен все-таки популярнее фамилия, но Делонг тоже очень популярная фамилия, потому что шашистов даже Делонгов я знаю, что много. По-моему, мы даже играли, я с кем-то играл даже. Так, вот 17-22, если было, то 4-29, вот этот вот красивый удар получается. И на 23 с лишней шашкой. Так, давайте полностью посмотрим. И я, наверное, все-таки переверну доску. Вот Харм Вилсман, напоминаю, это 1970 год. Ему еще не было, вот, судя по дате, 17 лет, но играл, вот видите, как обостряет, 12-17, то есть идет в игру, то есть у него все стилевые особенности тоже вот. Я говорил по Волтерси, мне там, что вот стилевые особенности уже появлялись в таком достаточно юном возрасте, для шашистов в юном возрасте. Ну вот Харма Вилсман, конечно, тоже. То есть, конечно, чаще все-таки играют, чтобы не давать ставить кол 36-31, но вот эти варианты 18 сейчас играют, и 19-23, ну то есть вариантов очень много играется. А здесь 19-23 и с явной постановкой кола, здесь уже ничто не будет мешать поставить кол черным. То есть 34-29 и 21-27. 44-40. Ну вот здесь уже не активизировались, то есть если хотели активизироваться как-то 35-30, то надо было это раньше делать, потому что здесь простенькие вот эти удары. Кстати, почему я его простенький этот удар показал? Потому что все-таки иногда попадают. Вот сейчас и молодежь, и не молодежь попадает. Особенно в блиц, я вот скажу такой момент. Понятно, что в основной партии на не попадешь, но в блиц попадает. Вот 37-31 ход. И 14-19 надо перебиваться, естественно, потому что дать одну победу 2 стоит. 12-18, вот 8-12. Видите, так все как по нотам играет. То есть 17 лет, ну как по нотам. То есть 3-8. Ну вот здесь вот я хочу сказать, каким образом, я не знаю, что тут выбрать. Вот может, я не знаю, еще 5-10 какой-то ход, конечно, был.
может вот этот вот ход можно было выбрать. Но решил P8. В принципе, здесь классики-то не будет. И здесь укрепляется. В крайнем случае шашку подводит. То есть мало чего понадобится. Вот это даже корона на 17. Есть тут случаи. Вроде бы все очень далеко, но есть случаи, что она понадобится в определенных моментах. 37-31. Вот здесь вот интересный ход 35 был. То есть на 19. На 19, вот я чуть-чуть завис, я извиняюсь. Да, вишу. То есть на 19, 23, 35, 30. Единственное, что, конечно, может вот не такой красивый есть 18-23 ход. То есть можно сюда, и вот эта вот шашка чуть-чуть зависает. Так бы вот возможен все-таки вот этот ход возможен был. Но вот зависает шашка, поэтому он, наверное, так и не пошел. Потому что ход-то, с одной стороны, некрасивый, но его надо смотреть. Тут нюансов много, видите. Вот эта идея стоит, и как-то если двигаешься, то можно где-то и напасть. Сюда даже можно напасть. Можно отсюда напасть, то есть с идеями различными комбинационными. Ход надо смотреть, он такой непростой, я бы сказал. Но вот плюсик-вопросик давайте поставлю. То есть есть еще такой момент. Сейчас бы, может, даже и пошли вот 12-17 на 28. То есть сейчас часто вот эти вот схемы именно вторжения играют, и молодежь часто играет. Возможно, что так бы вот было где-то. То есть как-то разрывает очень сильно позицию белых. Ну, в общем, пошли 5-10 на 27, 4-30, 10-14. Понятно, не надо спешить, потому что ставить сейчас нельзя. Ну и вот он поставил на 24. Сейчас какие-то идеи, конечно, вот я сейчас покажу через пару ходов, к чему идет здесь. Поменять именно назад здесь. Давайте я вам покажу где-то здесь. Вот этот момент. Поменять назад. Но уже позиция, вот я бы на 24 здесь пошел. То есть все-таки зафиксировал. Более все логично было бы, мне кажется. На 23, если ходить, то есть на 23 тоже ход, конечно, есть, и он хороший достаточно. То есть там бороться за центр, но все-таки вот мне больше так нравится. Кто-то бы, наверное, вот так вот пошел. То есть варианты есть, и везде преимущество у черных. Это понятно. 11. Ну и вот здесь вот важный момент уже. Здесь все-таки, я думаю, что где-то опять бы разменялись все-таки на 28 и 34. Поэтому надо предпринимать действия кое-какие. Ну и ход, он важный, очень важный, чтобы как-то группировки, точнее сказать, давайте я скажу так, сформулирую, этой группировке не дать работать. То есть вот он достаточно, я даже 2 плюса поставил. Почему? Потому что ход такой достаточно сильный, и вот не дает именно работать здесь этим шашкам. 42, 7, 11 и 47, 41. Ну, здесь тоже, если 44, 40, то можно и на 35, можно и 13, 19. То есть позиция супер. Супер везде, вплоть до вот этих вот ходов. Вы помните вот эти позиции, я уже здесь на канале упоминал в них. То есть вот держит эту группировку просто. Вот такие вот есть варианты. А так 30-35 и вот 2-8. Ну вот давайте еще раз комбинацию вот эту покажу, которая могла быть. Да, можно сказать, из изюминок партии. Но эта комбинация очень во многих учебниках, очень во многих. То есть 44-40. 33-28 нельзя из-за вот этой идеи. То есть 17-22. Основная вот идея, почему я показал, все-таки вот эта часть стратегического такого плана. 17. Вот позиция. 37-32. Вот это ошибка, конечно, решающая, после чего попали на комбинацию. Но позиция, вы видите, что после 20-25 вот тоже очень плохая, естественно. Тут без вариантов. Так, раз. И вот такая вот тактика симпатичная была. Там они еще играли, но играть-то в принципе не надо было. То есть здесь шашка лишняя, естественно. Естественно, да. Это выиграно. Тем более тут компенсации нигде нету, поэтому вот,
давайте, наверное, вот я так вот смотрел до конца. И вот такая в конце позиция получилась по записи. Итак, до новых встреч!